Такие плохие вьетнамские жены. Обсуждаем, анализируем минусы вьетнамских жен, про которые сказал наш живущий во Вьетнаме соотечественник. Плохие вьетнамские жены. Но так ли все плохо? По прозе читателя анализирую рассказ россиянина, который обрушился на вьетнамок просто с уничтожающей критикой. Мужчина поделился точкой зрения на секрет успешного брака в Вьетнаме. Правда, собственно, про успехи и успешность не сказано ни слова. Зато очень много про недостатки вьетнамок. Обличил он их весьма подробно и ярко. Но так ли на самом деле плохие вьетнамские женщины? Для изучения мировоззрения подопытного кролика я почитал другие статьи обличителя. По профессии он непонятно кто. Скорее всего, копирайтер. Такие люди, которые продают текстики на вес. По 100 рублей за 1000 знаков без пробела. Манера письма уж больно характерная. А вот по стилю жизни наш герой дауншифтер. Это явно видно из его других статей. Он пишет про свою дауншифтерскую жизнь вне Чанги. И часто касается денежного вопроса. Тема явно болезненная. Почему уклон не в плане, что человек попал в череду проблем, а что циничный грязный мир не ценит его как личность, и всем нужно только бабло. Это важно. В этой статье я прокомментирую статью про плохих вьетнамок по абзацам. Перейду на личности, выскажусь неполиткорректно и кое-кому прищемлю бубенцы. Букв получилось много. Полную версию обсуждаемого первоисточника без моих комментариев смотрите по ссылке. Оригинальную статью для удобства чтения я разбил на абзацы и добавил ссылки на мои подходящие материалы для более полного погружения в вопрос. Итак, погнали. Вьетнамские горизонты Камасутры. Цитата. Многие мужчины приезжают во Вьетнам в надежде раздвинуть в Алмате горизонты Камасутры. Глупенькие, они жаждут сакрально-постельных откровений, но суровая проза жизни ставит их на место. Конец цитаты. Чё? Камасутра во Вьетнаме? Кому вообще в здравом уме может прийти в голову раздвигать горизонты Камасутры во Вьетнаме? Да еще в Ничанге. И с вьетнамками. Тут автор уже в начале статьи устраивает винегрет и мешает в одну кучу ночную жизнь и отношения. По названию эта речь вроде должна пройти по жен. Потому что ехать раздвигать горизонты Камасутры и одновременно думать про жену, ну такая себе идея. Или это у автора в голове такая мешанина. Прежде всего в Ничанге ночной жизни нет от слова совсем. И если уж уперлось раздвигать горизонты любви именно во Вьетнаме, вам надо Хошимин, известный также как Сайгон. Хотя с Паттайей, конечно, ничто не сравнится. Правда, из Камасутры там тоже не очень, но зато все просто, доступно на каждый шаг в любых количествах. Да, мы любим Паттайю. Но наш обличитель вьетнамок в Паттайе вряд ли был, ибо дауншифтерам с пустым кошельком доступен только задний двор местного Макдональдса. Для понимания, о чем я, стоит побывать на лекциях автостопщиков дауншифтеров. Про склады бесплатной еды на затворках Макдаков говорится вполне откровенно. В смысле, зачем пропадать вполне хорошей еде, которую каждый день просто выбрасывают? А с кошками и с крысами дауншифтеры научились конкурировать вполне достойно. Правда, над косовым гамбургером даже вьетнамку не соблазнишь. Только деньги. Женщины всего мира исключительно материальны. Так вот, про деньги и любовь. Доступные в ночи вьетнамки тоже стараются раздвинуть горизонты или еще что. Но к их чертям откровения. У всех женщин там вполне одинаково. Откровение он, ищет. Тьфу, детский сад какой-то. Кто тут кобели? Цитата. Но ведь не все такие кобели, не все козлы и сволочи, которым нужно только одно. Конец цитаты. Позволю спросить автора, и как давно у вас не стоит? Мужчина может говорить, что этому не нужно только в одном случае, если он не может. Ренит ли в морали, скажу. Если не связано с обязательствами, в чем вообще проблема? На кого рассчитан дешевный треп «я не такой»? Зачем вообще лишать себя радости жизни? Лови в ночи прекрасные мгновения жизни, они быстротечны. Правда, в случае с автором все понятно. Если из активных навыков только лежание на пляже, а денег нет вот уже лет так 15, тогда на женщин можно только посмотреть, изливаться ядом. Стоит почитать другие статьи автора, где он критикует меркантильных женщин. Я же в таких случаях всегда говорю: чувак, стремись, работай, зарабатывай, учись, выбирайте, и платите, получайте и добиваться. А все эти стоны по меркантильных женщин — разговоры для бедных. Мир так устроен, радость и жизнь доступны только в обмен на денежки. Бесполезно ругать такой порядок вещей. Ты или чего достигаешь и получаешь, или грустишь на обочине жизни. Приличный мужчина во Вьетнаме. Цитата. Есть эти приличные мужчины, которым нужен не только животный секс, им нужно что-то большое, светлое, чистое и теплое. И да, сейчас я не говорю о любителях совокупиться со слоном. Я говорю о тех, кто приезжает во Вьетнам обрести семейное счастье. То есть жениться на вьетнамской женщине или выйти замуж за вьетнамского мужчину. Конец цитаты. Чистую светлую любовь Ничанги я чуть выше уже разобрал. Про приличных мужчин, которые приезжают во Вьетнам обрести счастье и выйти замуж за местных мужчин, я просто помолчу. Оговорочка по Фрейду? Ну кто я такой, чтобы комментировать чужую ориентацию? Они такие же, как и мы. Про совокупление со слоном я вообще не понял. Зачем мучить животных? С вьетнамками у автора не задалось, а гормоны текут из ушей, и он бросает похотливый взгляд на бедных лопоухих животных? Непонятно.
Теперь про «не нужен нам секс животных». Эх, ну скати ты уже к врачу. Ты для кого пишешь? Для жены, на которую как на женщину последний раз смотрел во времена Ивана IV Грозного? Чистого теплого хочет. Так мы устроены. Сперва животный секс, потом пожрать, а потом можно и светлого и теплого. А лучше светлого и холодного, литра 2. Кстати, как раз так и вьетнамки весь этот комплект счастья без проблем обеспечивают. Правда, если это отношение стало по-человечески, а не по каталогу жену убирал. Но я забегаю вперед. Вьетнамская жена по каталогу. Цитата. «Еще со времен войны можно было натурально по каталогу выбрать себе, сидя в Штатах, милую прелестницу, и за какие-то 3-5 тысяч долларов ее доставляют бандеролью на крыльцо твоего дома. Многие американцы так и делают. Впрочем, они и с русских жен в 90-е годы так выписывали. Но с русскими все было сложно, а вот на вьетнамскую жену давали гарантию. Если что-то пошло не так, не сошлись характера и всякое такое, то можем отправить ее обратно, и компания высылала новую совершенно бесплатно. Невероятно удобно». Конец цитаты. Ну так-то да, есть такая тема. Правда, когда автор говорит про покупку жен по каталогу, стоит задуматься о его морали. Что, думаешь, как бы поднять себе самооценку, крылышки рабовладельца режутся? Ну раз так не дают, надо купить, уж тогда окажется в нашей власти. Правда, если нет 100 баксов для установления межкультурных коммуникаций на одну ночь, откуда взять с 5 килобаксом? К тому же жена по каталогу Вьетнама давно уже стоит 10-15 тысяч долларов, ибо инфляция. Да и покупное счастье всегда в итоге сомнительное. Если отвлечься от розовых сопливых мечт, вьетнамки часто выдерживают ровно тот самый один гарантийный год и валят назад к семье, рису, телевизору с любыми дорамами, Made in Republic of Korea, ибо счастье по каталогу не покупается. Потому оставим нашего дауншифтера наедине с его влажными фантазиями про жен по каталогу. Вьетнамская семья под ключ. Цитата. «Многие из этих компаний работают сейчас, но в условиях социально-экономического кризиса по всему миру наиболее популярны стали компании, которые предлагают спокойную старость под ключ. Какой-нибудь американец или австралиец, выйдя на пенсию, понимает, что денег теперь ему хватает только на то, чтобы париться по помойкам в родном Бронксе или Сиднее. Да и то только до зимы, потому что потом злые русские отключат газ или нефть, все замерзнут к чертовой бабушке. Поэтому не податься ли мне на юга?» Конец цитаты. Ну, истории про загнивающий Запад мы слушаем уже лет так много. А он все не только никак не загниет, а совсем наоборот, цветет и пахнет. Грязные скандалы со звездами ЛГБТ, демонстрации и феминистская повестка дня возникли потому, что на Западе другие проблемы худо-бедно порешали. Стализм строили мы, а построили в Европах и Америках. Вообще, походу, наш дауншифтер радуется сезону распродаж, ждет, когда цена упадет баксов до 1. Ведь он знает, когда-то это так и стоило. Правда, такие расценки были во времена войны в Вьетнаме. А в подарок к ночи, точнее 2 минутам любви, за $1 бравый американский морпех получал спирохеды, у нас известный как сифилис. Ибо $1 было мало даже в 70-е годы, а значит вьетнамские жрицы любви брали объемами. Жриц морпехи так и называли – бледные спирохеты. А вот современные американские старички с вьетнамскими женщинами знакомятся вполне обычно. Через сайты знакомств и фирмы, которые выполняют функции свах или служб знакомств. То есть по покупку-продаже речи вообще не идет. Фирма оказывает помощь по знакомству и браку. Кстати, на незагнивающем Западе вполне достойный консалтинговый бизнес. И вот тут как раз цена в районе 3-5 тысяч долларов. Но расстрой мечтателя – это цена за услуги по поиску женщины, помощь при общении и с ней и решение юридических вопросов. Тебе по ним помогают навести межкультурные мосты. Но если человек идиот, его ничто не спасет. Американский пенсионер во Вьетнаме. Цитата. «В Вьетнаме тепло, дешевое пиво и женщины симпатичные, и прямо на сайте можно выбрать вьетнамку с детьми, без них, и даже договорить количество комнат в доме. Вообще все здорово. Вьетнам получает экономическую поддержку, а пенсионеры качественный уход, много солнца, пива и женщину, у которой стали на самом деле. Ну и вообще, это же здорово, гонять на байке, распивать вискарь на крутых пляжах и ни о чем не думать. Женился на ней, виза сразу долгосрочная, то есть головной боли от поездок туда-сюда не будет. Дети народились, да вообще отлично, интернет-школ тут полно, в общем, живи не хочу». Конец цитаты. Не очень понял, к чему это, даже говорить количество комнат в доме. Аренда домов осуществляется на сайтах по недвижимости, если что. Хотя любая брачная контора за ваши деньги организует вам что угодно, даже личный самолет. В остальном автор пишет верно, но опять все мешает в одну кучу неприятного цвета и запаха. На азиатских сайтах знакомств можно убирать по сотне параметров. Настоящий апофеоз практичности. Цена вопроса $20 в месяц. 20 вечно зеленых долларов в месяц. В остальном все верно. И я не очень понимаю возмущение нашего дауншифтера. Что именно его так раздражает? Что американские старички могут позволить себе достойную старость на теплом берегу в компании приятной женщины? Ну так они всю жизнь трудились на благо своей страны и получили за это пенсию, с которой, о ужас, проклятые империалисты не кидают. Дилемма между помойкой в Бронксе или Сиднее или обеспеченной жизнью во Вьетнаме существует только в больного воображения автора. Боюсь, это именно наши пенсионеры ради выживания шарят по помойкам. Бомжи на Западе – это практически всегда личный выбор, или человек сам опустился. Даже в доступной всем социальной пенсии хватает на вполне человеческую жизнь.
Вспомним беженцев, которые в европейских странах поколениями живут на пособие. В Вьетнаме голодающих стариков вы тоже не увидите. Работа есть для всех, не всегда престижная, но для всех. Стоимость жизни во Вьетнаме недорогая, поэтому даже небольшой зарплаты хватает. А семьи всегда большие. Для любой семьи содержание своих стариков – вопрос чести, который для азиатов не просто слова. Еще вспомни американских морпехов. Они по всему миру подчиняют демократию и доставляют американские свободы в страны, по которых, по несчастью, обнаружилась нефть. Зато в преклонных годах даже рядовые на свою пенсию имеют возможность греться на солнышке в странах вроде Вьетнама или Филиппин. И не боятся голода, потому что счета за коммуналку опять выросли. Ну поплюйте еще в плохой Запад. Мы же не хотим, как у них. Еще если страну рождения мы не выбираем, то выбор где, как и почем трудиться целиком на нас. Это именно наше решение. И может пора уже начинать думать о будущем. Может пришло время оторвать задницу от кресла. Тогда появится возможность найти свою вьетнамку. Русские хотят по любви. Цитата. Русские тоже не лыком шиты, но если американец на амбразуру женскую бросается, прикрыв сердце бумажником, то наши не очень дорогие соотечественники имеют только хрен в кармане и вошь на аркане. То есть наши все хотят по любви, даже когда одно горячее сердце согреет сразу две души, разрушит все препятствия на пути, объединение двух душ и растопит лед межцивилизационного непонимания. Конец цитаты. Автор сейчас наболевшим, и прямо сквозит такая зависть к американским старичкам. Цитата. То есть дымящимся наперевес они кидают искать себе любовь на всю жизнь. Главное-то что? Главное любовь. Любви у очередного жаждущего из Гименея полные штаны. Конфетно-букетный период происходит на ура, но не избалованы вьетнамки вниманием. Купила карамелек, и она счастлива. Отвез ее на пляж, и она пищит в экстазе. Купила шлепаться, она в 7-м месте. Конец цитаты. Хочется спросить автора, ты вьетнамок только бинокль видел? Да, в плане ухаживания обычно вьетнамские девушки не избалованы. Конфуцианские традиции, да и общий достаток влияют. Однако брачные пляски с карамельками и шлепанцей прокатят только если честно, я не знаю, где и с кем. Может, в каком-то глухом селе, где нет интернета и телевидения. Правда, в Вьетнаме такие вряд ли найдутся. Вот в наших северных краях таких мест полно. Удивитесь, в нашей процветающей стране 21 веке есть поселения, где нет даже электричества. Тем временем в небогатом Вьетнаме норма – плазменный телевизор на полстены, по которому день и ночь что? Корейские дорамы. Так что вьетнамцы вполне в курсах, как можно жить и чему стремиться. Поэтому наш душителский товарищ может оставить себе шлепанцы и продолжить кропать стратегии под семьей пальм. Пытаясь заглушить жар в близнецах посасыванием тех самых карамелек. Кстати, сладко на мужскую потенцию влияет самоуспокаивающим образом. Крышесносный Вьетнам. Цитата. В общем, контраст между отношениями с противоположным полом тат и тут сносит крышу. Общение, как правило, идет на ломаном английском, а чаще всего просто жестами. Мы эгоцентристы. Упивая с собой в этих отношениях, мы видим только себя. А все остальное это просто что-то, что делает нас еще более прекрасными и значимыми. Конец цитаты. А вот тут очень верно замечено. Начинается общение с языка стран НАТО, хотя вьетнамки свои познания в прочих наречиях расширяют весьма быстро. Успокою, проблема общения во многом надуманна. Было бы желание. А вот контраст при общении с азиатками нашим дамой очень сильный. Только я не понял, почему это минус? Или автор когда-то в юности нашу даму за карамельки так и ломал, а вьетнамки упорно не ведутся? Еще добавлю, что тут везде правильно писать не в общем одним словом, а в общем или вообще, в зависимости от контекста. И знаки препитания не зло. Вьетнамки хотят замуж. Цитата. Любовь по-русски даже во Вьетнаме. Это как в маске сварщика гулять по строительной площадке. Вопрос только по времени, когда ты свернешь себе шею. Но в любом случае, прежним оттуда ты не выберешься вообще. Когда ты заявляешь вьетнамке, что любишь ее до безумия и желаешь связать с ней остаток своей глупой жизни, запускается страшный механизм под названием «выйти замуж за иностранца». Конец цитаты. Ну да, вьетнамки хотят замуж. Конфуцианская мораль. Женщина реализует себя в семье. Проблема в чем? Если тебе надо без обязательств, go to Saigon, о, Паттайя. Там вариантов на ночь, сколько хочешь. Но вы тоже не за карамельки. Если по-серьезному, вьетнамки открыто и бесхитростно заявляют, что хотят замуж. Но почему это проблема? Все четко и понятно. Хотите счастья, уточки и селезни? Вам нужна семья? Самое то. Вам понравится. Вьетнамские женщины на вопрос смотрят практично, хотя и несколько наивно. Белый мужик по определению богач. Симпатично, ведет себя вежливо. Надо скорее хватать. Но что не так? Что именно не устраивает в таком подходе? Я честно не понимаю. Семья на 200 человек. Цитата. И в первую роль в этом будет играть не глупый белый дурак, не прекрасная вьетнамка с осиной талией и сумасшедшей улыбкой. Первую роль там будет играть вечный молох под названием «Вьетнамская семья». Имейте в виду, женясь на вьетнамке, вы берете в жены человек 200 или 300. Конец цитаты. Ну так в Азии везде так. В азиатских семьях и кланах люди друг за друга держатся. Опять не понимаю, в чем проблема. Это у нас мы не знаемся даже с ближайшими родственниками. Каждый сам за себя. В Азии друг за друга горой.
Да, придется привыкать, что у вас куча новых родных. Это непривычно и сложно, но в чем-то приятно, потому что не только вы для них, но они для вас. Кстати, именно так это работает. Послушайте истории наших парней, которые живут в Вьетнаме и построили там семьи с вьетнамками. Они прямо говорят, что родня им очень помогает. Дауншифтерам не понравится. Цитата. У вас что-то есть, мы воспользуемся этим. У вас нет ничего, не беда. Мы сделаем так, что у тебя что-то будет. Мы поможем тебе осознать, понять, добиться. Мы сделаем так, что ты будешь работать как проклятый. И добьешься того, о чем никогда даже не мечтал. Мы поможем с кредитами, поможем со всем, ты только работай. Конец цитаты. Тут я понимаю беспросветный ужас ситуации. Наш дауншифтер мечтал лежать на шезлонге под пальмой, а жена тем временем пусть работает, да хоть на панели. А тут его выпихивают, семью и детей обеспечивают. Вот ведь сволочи. Еще с побольше бизнесом готовы, точно гады. Кстати, автор тут и в других местах оговаривается, что вьетнамская семья белому мужу все-таки реально помогает. С кредитами, бизнесом, советом. Обратите на это внимание, каковы подлецы, а? Вьетнамская жена, свадьба и счастье. Цитата. Работай побольше, потому что теперь ты не один. В этот момент ты понимаешь, что вьетнамская женщина беременеет именно в тот самый момент, когда ты первый раз произнес слово свадьба. Да-да, живот уже округлился и глаза еще светятся счастьем. Конец цитаты. Полностью согласен, омерзительно. Мужчина не должен работать, не мужское это дело. И детей не надо. Какого вообще хрена она еще и детей рожает? Шла бы работать. А мужчина пока на пляже полежит. Кстати, жена, принеси еще пиво. Про счастливые глаза. Как по мне, любому мужчине приятно, когда у женщины при взгляде на него от счастья светятся глаза. Ведь это значит, что живешь не зря, что в этом мире ты для кого-то важен. Интересный момент. Автор не отрицает, что счастье в семье реально есть. Может быть, там и ужас, что он ни одну женщину не заинтересовал. Твоя вьетнамская семья. Цитата. Вьетнамцы очень любят своих детей. Они вообще детей любят. И этот ребенок желанен и любим уже заранее. Вот только потом вы поймете, что этот ребенок принадлежит им. Он уже не ваш. Продолжайте работать. Не забывайте о том, что нужно навещать бабушек, дедушек, всех ее тетей и дядь. Конец цитаты. Это вообще кошмар. Куда лучше, когда ребенок никому не нужен. Справочно. Вьетнамский и вообще азиатский родственники детей представляют реальные проблемы, только в другом смысле. Они привыкли, что дети большие, детей количеством, как щенят. А сейчас детишек рождается за меньше. Потому в каждого человеческого детеныша вцепляются как последний раз в жизни. Дети растут забалованными, привыкшими вниманию, с лишним весом от обилия сладких подарков. Только выводы у меня другие, чем у нашего дауншифтера. Нужно воспитывать детей и не давать им слишком их уже облизывать. А что куча родных, которые твоему детенышу искренне рады, это же прекрасно. Сели на шею и поехали. Цитата. Что, у племянника Фона нет денег на велосипед, чтобы ездить в школу? Поможем, любим. Конечно. Вылечим любимую корову бабушки, она же кормилица семьи. Мы кредит взяли под тебя, откроем ресторан. Не переживай, тебе поможет брат Шон, он обо всем договорится, только ты работай, делай деньги. Они все приедут вас навестить, часто и много. Вы это все оплатите, конечно. Конец цитаты. Явное противоречие с предыдущим абзацем, где вьетнамская семья помогала открыть бизнес. Или может они вполне справедливо рассчитывают на ответную услугу. Однако проблема семейного попрошайничества известна. Только так в любых больших семьях, в любой стране. Ну, тут изначально нужно смотреть на родственников своей жены и четко определять границы допустимого. В целом это сложно и просто. Ты мне, а я тебе. Только так. Правда, вполне успешно в Вьетнаме наши товарищи рассказывают, что это им, их вьетнамские семьи помогают. К тому же, о чем переживает наш дауншифтер? У него ведь брать нечего. Кому нужна его вошь на аркане? Вьетнамская любовь. Цитата. Когда вьетнамка говорит, что любит, ты ей веришь. Нельзя не поверить. Она невероятно честна в этот момент. Ты от души. Эти глаза не могут врать. Эти губы не могут врать. Они не могут врать и точка. Мне не могут врать мне. Мы любим друг друга. Так думает глупый белый человек. Конец цитаты. Это да. Азиатки действительно умеют говорить нам приятные вещи. Ну, а как надо? Убирайте туда отечественное свое, со скандалами, истериками, выносами мозга по любому поводу. Только стоит понимать, что по конфуцианству любой брак – это брак по расчету. Хотите патриархальную семью – получите, распишитесь. В Азии семья – это взаимовыгодный союз, только не сердец. Союз двух кланов. Поэтому расчет и еще раз расчет. И не имеет значения, что вам там шепчет на ухо ваша азиатская подружка. Пока ты ведешь себя как мужчина, содержишь семью, тебя любят. Но начинаешь дауншифтить, иди нафиг. Как по мне, годится. Любовь на 400 человек. Цитата. Вот только не знает он, что когда она говорит тебе «я тебя люблю», это говорит тебе ее семья. Все 300-400 человек довольны тобой. Все идет по плану. Пока ты удобен и приносишь выгоду. Дяди и тети, папы и мамы рады. Надо ковать железо, пока горячо. Пока этот белый дурак может работать, и пока у него не кончатся деньги. Конец цитаты. Тут автор как-то теряется. То тебе помогают с бизнесом и кредитами, а то пока деньги не кончатся. А чего не кончится, если ты работаешь и делаешь бизнес? Я так и даже вижу волшебное слово «прибыль».
Вьетнамская экономика развивается и во время эпидемии. Кстати, не с худосочными темпами в 0,5% в год. Вьетнамская семья тебе помогает. А твои новые родные рады, что у вас все хорошо. Шевелись, и все будет отлично. Но дауншифтерам точно не понравится. От дауншифтера. Цитата. «Брачная картина? Вполне. Проще ипотеку взять, там хотя бы шанс есть, что ты из ее выплатишь до конца своей кончины. Вьетнамская семья никогда тебя не выпустит из этого рабства. Домашняя скотина должна работать. Ее кормят, за ней ухаживают, за ее жалеют, когда она болеет. Но никогда скотина не посещает свои планы, не так ли?» Конец цитаты. Расшифровка. Пока ты пашешь вместе со своей новой вьетнамской родней, все хорошо. Но если твоя мечта лежать на пляже, все плохо. Ну я даже не знаю, опять торчат дауншифтерские уши. А как по мне, беру. Скажу точно. Вьетнамской семье точно не понравится, если муж и дочь целыми днями лежит на пляже. Ну то ж выбирайте, жена вьетнамка или пляж. Родители вашей вьетнамской жены. Цитата. «Я вам так скажу, нормальные вьетнамские родители в принципе не допустят такого брака. А если они не против, то надо делать ноги сразу вообще». Конец цитаты. Почему это? Что их дочери будет не пьющий, работящий, красивый, престижный муж? Это ужасно только ты сам, трутенный алкаш. Цитата. «Ищите сироту, круглую, купите сами в детдоме, вырастите, и все будет отлично». Конец цитаты. Ну да, купить по каталогу и увезти в Воркуту. Она оттуда ведь не сбежит. Цитата. «А еще лучше присмотритесь к девушкам дома. Там все на вашем языке и все понятно». Конец цитаты. А вот это вообще зачетно. Автор не вызывает интерес вьетнамок, потому и мечтает о северных красотках, с которым вместе будет лежать на пляже. Только это лучше делать в Паттайе. Там подруга может подрабатывать на Волки-стрит. Жрецы из арабских стран любят объезжать белокурых лошадок. При некотором старании денег дама может поднять по килобаксу за ночь. Правда, как скоро подруга поймет, что наш трутень ей в общем-то не нужен. Проблема в тебе. Цитата. «А вообще, если уж дома никому не сгодился, упырь такой, то с чего ты взял, что в Вьетнаме тебе все изменится и тебе все тут рады?» Конец цитаты. А вот это верно, на 500%. Всеми тентаклями голосую за. Только почему автор не начинает с себя? Трутни алкоголики нигде никому не нужны. И семьи на 300 человек тут ни при чем. Демон по имени «Вьетнамская семья». Цитата. «Но опять же повторюсь, все звучит ужасно, на деле же все еще хуже. Очень скоро вы будете бессильно внутри себя плакать, не понимая, как эта хрупкая маленькая женщина превратила вашу жизнь в ад. И вам очень сильно будет хотеться убить себя, уехать или еще что-то. Но ребенок же не виноват, да и чего уж там, все будет идти как идет. Пока вы не закончите во всех смыслах, пока этот демон по названию «Вьетнамская семья» не насытится вами». Конец цитаты. Воистину ад. Жена хозяйство ведет, любит, детей рожает, глаза от счастья светятся. Вот ведь какая тварь. Ее семья старается помочь всячески и участвует в вашей жизни. Циничные расчетливые гады прокачивают ваш бизнес, чтобы в ответ им велосипеды покупали. А ведь с мужика требуется только одно, чтобы он вел себя как мужик, содержал семью. Ужасно отвратительно. Добро пожаловать во вьетнамский ад. Мне грустно, когда в стране людях судят по статейкам типа тех, что я сегодня разбираю. С каждой строчкой строчится яд, только авторы сами не замечают, что они кричат о своих проблемах. Именно поэтому я потратил на разбор очень много времени, чтобы вы видели альтернативную точку зрения. Интересно, что вот вьетнамцы такие плохие, но сам автор сумел как-то пристроиться в их стране. Чего же он не едет в свой родной Мухагадинск? В целом же мы видим тотальное понимание окружающего мира, традиций и нравов. А главное, непонимание убогости своего существования. Проблем не в мире, а в самом человеке. Это на Западе дауншифтинг вполне нормальное и достойное явление, когда человек зарабатывает имя и деньги, но встает от бесконечного бега за КПИ. Он идет работать в условный Макдональдс, чтобы потом чем-то просто заниматься, а деньги у него уже есть. Или когда хороший специалист вместо работы на корпорацию занимается фрилансом и зарабатывает столько, сколько нужно для комфортной жизни, и посвящает свободное время саморазвитию и личным проектам. Дауншифтинг у нас – это жить в палатке на пляже, побираться на задворках Макдональдса и тащить все, что не приколочено. Ибо в этом мире много всего и хватит всем. Цитата одного известного дауншифтера. Другими словами, многие дауншифтеры – это банальные паразиты, на халяву потребляющие созданные другими. А главная идея разумных паразитов – им все по жизни просто должны, просто потому, что они есть. Я почитал другие статьи сегодняшнего автора, он сказал себе предостаточно. Весь мир циничен и плох, никто не ценит его ранимую личность. Все вокруг думают только о деньгах. Собственно, ему противопоказана любая семья, не только вьетнамская. Он, в принципе, не в состоянии нести за кого-то ответственность. И тут количество родных не играет роли. Если вчитаться, главная проблема вьетнамской семьи – от мужчины требует содержать семью. То есть автор рассчитывал, что раз семьи большие, значит это они будут его кормить и поить. А раз трутни гонят пинком под зад, значит плохие. Дауншифтинг отрицает необходимость развития человека как личности. Википедия. И такое мировоззрение коренным образом противоречит целям азиатской семьи, когда дочь выдается замуж за европейца. Противоречие интересов мы видим в течение всей статьи. Автор сам все понимает, но не озвучит, что проблема именно в его мировоззрении.
Он писал про плохих вьетнамок, а вышло про то, почему вьетнамки не видят в нем мужчину. У меня была статья про людей, которые пишут, живут в Азии, но всей душой ненавидят. Они просто не нашли себя в новом мире. Они вполне осознают свою ничтожность, но не пытаются что-то изменить. Похоже, автор разбираемой статьи именно из таких же. А вообще, помните азиатское правило 3А. А. Азия. А. Азиатские жены. А. Амбиции. С вами был Серпин. Благодарим за просмотр. Оставайтесь с нами и до новых встреч.